Берлин направляет 30 военных самолетов в Литву, а США свой десант. У границ Белоруссии и Калининградской области, а также в Балтийском море пройдут масштабные учения НАТО. По ком собрались бить из «Хаймарс». Громкое заявление из США: Зеленский заказчик убийства Трампа. Кто решился на такое обвинение? Белый дом надавил на Лукашенко. Минск освободил из тюрьмы американца, которого обвиняли в покушении на Лукашенко. Зеленский анонсирует переговоры, а в РФ говорят о захвате с запада Украины. Чей план? Россия и Северная Корея объединяются. Казахстан начинает продавать вид на жительство за сотни тысяч долларов, а в Литве скандал из-за Лаврова и России. В Москве выпустили книгу, в которой уверяют, что литовской нации, как и языка, не существует. Об этом также в выпуске досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Америка высадит десант, а Германия перебросит несколько десятков самолетов в Литву. НАТО начинает масштабные военные учения в стране, которая граничит с Белоруссией и Калининградской областью РФ. В страну будут переброшены тысячи военных, представителей стран Североатлантического альянса. В Литву перебрасывается максимальное количество техники. Учения пройдут на земле, на море и в небе. Например, некоторые детали. В течение почти всего месяца в Литву будет переброшено около 30 самолетов немецкой армии. Ударные вертолеты «Тигр», транспортные вертолеты NH-90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты ES-135. Полеты, часть из которых будет выполняться на предельно малых высотах, охватят большую часть территории Литвы и приграничные районы, и будут проводиться как в светлое, так и в темное время суток. Всего же будет задействовано более 1000 единиц техники, 13 кораблей НАТО в Балтийском море, системы «Хаймарс», пехота, десант, артиллерия и спецназ. На фоне обострения ситуации в Восточной Европе и угроз со стороны России, Литва и НАТО переходят к отработке реальных боевых сценариев. Многонациональные боевые группы НАТО будут планировать и проводить как наступательные, так и оборонительные операции. Это один из крупнейших циклов совместной военной подготовки в нашей стране. Такой масштаб не только демонстрирует нашу и союзников готовность действовать вместе, но и посылает четкий сигнал о нашем единстве и решимости защищать каждый сантиметр территории НАТО. Напомню, что последние военные учения в Литве были омрачены трагическим событием для сил Альянса. 4 американских военных погибли, утонув на гусеничной бронемашине в болоте. Операция по извлечению военной техники с телами длилась неделю. Очередной скандал из-за Лаврова и России, где выпустили книгу об истории Литвы с предисловием, которое написал глава МИД РФ. В книге утверждается, что литовской нации и языка не существует, а литовское государство было создано славянами и Россией. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис раскритиковал эту книгу. Это инструмент враждебной деятельности против соседних стран для оспаривания их государственности, истории, ценностей, символов, а также для оправдания российского империализма и агрессии против соседей. Мы видели это раньше, видим сейчас, и это лишь очередной пример. В Вильнюсе также заявили, что отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание украинцев как нации, о чем неоднократно заявляли в России. Кроме того, среди авторов книги Гедрюс Грабаускас, бывший соратник литовского политика Палецкиса, который был осужден за шпионаж в пользу России. Трехдневное перемирие не изменит ход войны, так считают в Украине. Там вновь предлагают прекращение огня на как минимум 30 дней. В офисе Зеленского решили озвучить, чего хочет Путин. По словам Ермака, цель Кремля – снятие санкций с авиационного сектора, что крайне важно для армии РФ. Мы должны быть осторожны и не идти на преждевременные уступки под видом быстрого прогресса. Короткая пауза, предложенная Россией, не изменит ход войны, а ее принятие даст режиму, неоднократно демонстрировавшему намерение продолжать агрессию, возможность подорвать перспективы справедливого и устойчивого мира. В России же заявляют, что США хоть и настроены на быстрый успех в деле украинского урегулирования, но процесс слишком сложен и есть много вопросов, которые должны быть разрешены перед этим, заявил Песков. Он также заявляет, что Путин открыт к политическим и дипломатическим решениям войны, а еще Москва ждет реакции от Киева. Напомню, что Песков буквально на прошлой неделе говорил, что Зеленский должен отменить свой запрет на переговоры с Путиным. Президент Путин, я напомню вам, выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он
поддерживает эту инициативу к установлению перемирия, поддерживает. Но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил. Зеленский при этом никак не реагирует на эти заявления Кремля. Он лишь повторял, что Украина готова прекратить полностью огонь, но при этом заявил, что сейчас Киев готовится к переговорам. Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами, в первую очередь дипломатической. Готовим встречи, готовим переговоры, которые состоятся в ближайшее время. Безопасность – это главный приоритет. В Украине продолжают говорить о коалиции желающих, странах, которые могут гарантировать стране безопасность после подписания сделки между Киевом и Москвой. В то же время Шойгу считает, что введение миротворцев – это хитрый план ЕС. НАТО он назвал оккупантами, а миротворцам отправил сигнал – готовы их атаковать. Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве это упорно не видят или сознательно стараются не замечать. Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил Российской Федерации. Трамп же накануне заявил, что это у Путина в планах был полный захват Украины вместе с западной ее частью. Американский президент назвал Путина мудрым и хитрым и при этом заявил следующее, цитата: «Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать». Конец цитаты. Обвинять ни Путина, ни Зеленского на этот раз Трамп не стал, но обвинение в адрес Зеленского полетело из уст Такера Карлсона. Он считает, что Трампа, вероятно, пытались убить по приказу Зеленского как минимум один раз, но доказательств не озвучил. Я не могу доказать, что украинцы стояли за покушением на Дональда Трампа, но очевидно, что они были причастны к попытке покушения на гольф-поле во Флориде. Тот парень точно имел контакты с Украиной. Он был в Украине, общался с членами Конгресса, просил ракеты или гранатометы. Я знаю, что были и другие цели для покушений со стороны украинского правительства. В правительствах, как в США или Украине, есть разные фракции. Если одна часть что-то делает, это не значит, что все правительство в курсе. Это сложно. Убил ли ЦРУ Кеннеди? Нет, но Джеймс Энгл, работавший в ЦРУ, явно был в курсе. Я не хочу упрощать, но факт, что элементы украинского правительства пытались устранить многих людей, включая, возможно, нынешнего президента. Напомню, что Зеленский однажды обращался к Такеру Карлсону и говорил следующее, цитата: «Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно». Конец цитаты. Итак, что думаете о заявлениях Шойгу и Ермака, а также Карлсона? Стал бы Трамп принимать Зеленского в Белом доме, если бы знал, что его пытались убить по приказу Киева? Пишите свое мнение в комментариях. Трамп предупредил Путина и Зеленского, если американские силы зайдут в Украину для добычи редкоземельных металлов, то войска РФ не двинутся с места. Это и станет гарантией безопасности для Украины. Сделка по полезным ископаемым была подписана несколько часов назад. Ключевые пункты соглашения по недрам звучат так. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями. Они и дальше будут принадлежать Украине. Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. И соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс. Кроме того, теперь США и Украина создают совместный инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. И я не хотел заключать сложную сделку. Я не хотел сделку, которую невозможно реализовать, потому что у Украины не так много денег. Они переживают очень тяжелый период. Это было жестоко. Но я чувствовал себя очень глупо,
Поэтому я сказал, что мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что можно было бы считать приемлемым. И мы сказали, редкоземельные минералы. У них очень хорошие редкоземельные минералы. Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные полезные ископаемые. Они называются редкими не просто так, а у них их много. И мы заключили сделку, при которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать добычу и делать то, что должны. Это также выгодно для них, потому что на месте будет американское присутствие, и я думаю, что американское присутствие поможет держать многих плохих игроков подальше от страны или, по крайней мере, от района, где мы ведем добычу. Трамп заставил Лукашенко отпустить американского гражданина, которого в Минске обвиняли в попытке убийства Лукашенко. Об освобождении Юраса Зинковича сообщил госсекретарь США Рубио. Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного американского гражданина. Ни один президент не сделал так много и так быстро для обеспечения безопасности американцев за рубежом. За всего 100 дней нам также удалось добиться освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, включая Афганистан, Россию и Венесуэлу, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне. Юрас Зинкович был арестован в Москве в 2021 году, после чего его отправили в Минск, где обвинили в участии в заговоре, якобы поддерживаемом США, с целью госпереворота и дальнейшей ликвидации Лукашенко. Государственный департамент США тогда категорически отверг любые обвинения. По данным CNN, после освобождения из белорусской тюрьмы Зинковича доставила в Литву группа американских официальных лиц. Золотая виза теперь продается в Казахстане. Хочешь легализоваться в стране – плати. Астана выходит на новый уровень в борьбе за иностранных инвесторов. Теперь за вложение от $300 тысяч можно получить инвесторскую визу, которая предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в республике сроком до 10 лет. Об этом говорится на официальном портале МИД Казахстана. Выдача золотых виз создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей. Напомню, Трамп ранее анонсировал продажу золотых карт за $5 миллионов, которые дают право на жизнь и работу в США. Кроме того, с 1 июня вводятся золотые визы и в Узбекистане. Ташкент продает вид на жительство за $200 тысяч для инвестора и по $100 тысяч на каждого члена семьи. Россия и КНДР объединяются, пока что не территориально, а лишь мостом. Строительство уже началось. Это автомобильный мост длиной 850 метров. Дорожная связь с одной из самых изоляционных стран мира будет окончательно построена в 2026 году, летом. Строительство переправы было согласовано во время визита Путина в Северную Корею в 2024 году. Мост строят рядом с существующим мостом Дружбы, который был открыт в 1959 году после Корейской войны. Строительство автомобильного моста на границе – долгожданное и радостное событие для народов наших двух стран. Эта инициатива имеет большое значение, поскольку будет способствовать развитию разнообразного сотрудничества и экономических связей между двумя странами. Тот факт, что мы наконец объявляем о строительстве корейско-российского пограничного моста, приносит нам огромную радость. Напомню, что буквально на прошлой неделе в России официально признали, что северокорейские солдаты воюют на стороне Москвы. По данным южнокорейской разведки, около 600 военнослужащих Ким Чен Ына погибли на войне, а всего потери войск КНДР составляют примерно 4700 человек, то есть большая часть была ранена. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.